Здравствуйте! Мы находимся в коммерческой лаборатории анализа масел и топлив в ее спектральной комнате. И тема сегодняшнего видео – это оптико-эмиссионный спектрометр с искровым возбуждением. Производство компании из Китая. Компания называется DT Scientific. Модель у нас OA800H. OA значит Oil Analyzer. И этот спектрометр предназначен для анализа как свежих, так и отработанных масел. Почему он стоит в этой лаборатории? Дело в том, что сюда приходят пробы как свежих, так и отработанных масел. А оптико-эмиссионный спектрометр, потому что он может разрушать частицы, их атомизировать довольно большого размера, до 18 микрон. Поэтому он может определить не только элементы присадок или какие-то другие элементы, растворенные в масле, но и те механические частицы, которые попадают в масло в результате износа техники, в результате ее работы. Да? Именно поэтому спектрометр с программой анализа 24, 26 или больше даже элементов, он очень востребован в такого рода лабораториях. В стандартной версии прибора аналитическая программа включает 24 элемента. Это элементы присадок, такие как фосфор, цинк, кальций, магний, бор, молибден. Это элементы, которые позволяют определить происхождение масла. И масла разных производителей отличаются как набором этих элементов, так и их взаимной концентрацией. Вторая большая группа определяемых элементов – это элементы загрязнений. Во-первых, это натрий, калий, которые показывают очень опасные загрязнения антифризом. Во-вторых, это кремний, алюминий – это элементы, которые попадают вместе с пылью, вместе с неочищенным воздухом через воздушный тракт. Ну и третья, самая главная, самая важная группа элементов – это элементы износа. Это такие элементы, как железо, как медь, как никель, как хром. Понятно, что хром – это кольца, если говорим про двигатель. Никель – это никелированные покрытия, например, подшипников. Железо – это валы. Медь – это втулки. Все элементы двигателя сделаны из цветных металлов и сплавов. Поэтому, пожалуй, такой спектрометр является важнейшим прибором в программе диагностики смазочных материалов как при входном контроле, так и при эксплуатации. Именно этот прибор показывает, насколько масло справляется с нагрузками, насколько масло может выдержать заданный срок эксплуатации. Теперь мы давайте перейдем к тому, что приходит в комплекте с прибором и, собственно говоря, что нам нужно для выполнения анализов. Во-первых, одноразовые пипетки. Во-вторых, специальная чашечка, куда я в пипетке вношу масло. И электродная пара, между которыми происходит искровой разряд. Это вращающийся электрод, выполненный из высокочистого графита. И графитовый стержень, предварительно заточенный на конус. Как прибор калибруется? Для калибровки в комплекте у нас были калибровочные стандарты. Что важно, что стандарты произвела фирма Конастан. То есть это стандарты, которые используются для калибровки практически всех спектрометров оптико-эмиссионных с искровым возбуждением. Нам нужен нулевой стандарт, нам нужен стандарт с концентрацией 900 ppm и нам нужен стандарт с концентрацией 100 ppm для калибровки этого спектрометра. В случае, когда требуется калибровка других концентраций, например, для масел судовых двигателей, где концентрация кальция может достигать 4-5 тысяч ppm, используются другие калибровочные стандарты, которые тоже включаются в поставку. Что еще у нас есть в комплекте с этим прибором? Это точилка для заточки конуса на электроде. И компьютер с установленным программным обеспечением. Почему? Потому что в модели OA800H компьютер внешний, в другой модели OA800M компьютер встроенный, он размещен здесь. Теперь мы переходим к выполнению рабочих анализов. Давайте проведем пробный анализ масла. Возьмем образец моторного масла 5В30, пробег 20 тысяч километров. А провести анализ мне поможет сотрудник лаборатории Юлия. Давайте ее пригласим. Юлия, пожалуйста, ваша проба. Давайте посмотрим, как проходит анализ и как получается результат. Сначала мы должны установить электроды.
Обязательно надо работать в перчатках, потому что на пальцах рук довольно много разных химических элементов. Верхний электрод у нас уже предварительно заточен на конус. Электроды мы установили. Теперь перемешиваем пробу масла и берем пипеточкой оттуда уже необходимое нам количество для анализа. И устанавливаем в спектрометр. Закрываем и нажимаем старт. Начинается прожиг. Спектрометр по заданной программе подает разную энергию в пробу масла, добиваясь атомизации всех элементов, и следит за тем, чтобы в параллельных измерениях концентрации полученные сходились. Все, прожиг закончен. Теперь идет расчет результата, и мы ждем появления его на мониторе. Давайте посмотрим, что мы получили в результате. А вот все наши элементы с латинскими названиями. Да? Вот все наши концентрации. Что мы здесь видим? Железо примерно 40 ppm, алюминий 13, магний, цинк 1300, купрум, медь, серебро и так далее. Да? Давайте посмотрим и начнем с присадок. Да? Присадки это у нас цинк 1300, кальций 4400, фосфор 1300, бор и все в этом масле. То есть это классический пакет минерального моторного масла, рассчитанного примерно на 10-15 тысяч километров. Давайте посмотрим на загрязнение. Загрязнение у нас может быть алюминий. Он у нас есть вместе с кремнием. У нас есть, да, вот он кремний. Кремний, алюминий – это наш алюмосиликат, это та глина, которая находится на дороге. То есть, поскольку у нас есть алюминий и кремний, у нас, скорее всего, фильтр воздушный не справляется с потоком грязного воздуха. Это бывает, когда это масло из какого-то внедорожника или из просто любителя погонять по обочине. Дальше у нас загрязнений нет, кроме натрия и калия. В самом низу у нас находится натрий и калий. Это элементы, которые показывают на попадание антифриза. Вот здесь очень интересная картина. Они есть, они примерно в одинаковом количестве, что показывает о том, что антифриз, а это элементы присадок антифриза, антифриз попадает постоянно в масло, вызывая повышенный износ. Что такое повышенный износ? Это мы видим железо, мы видим в очень больших количествах медь. Вместе с медью мы видим как олово, так и свинец. И это говорит о том, что изнашиваются какие-то латунные элементы двигателя. И общее заключение эксперта здесь будет то, что из-за пробоя по антифризу элемента натрий и калий у нас идет повышенный износ двигателя. И если не запланировать техническое обслуживание и ремонт, то через какое-то время этот пробой по антифризу увеличится, и двигатель перейдет в аварийное состояние. Вот так примерно работает этот прибор. Итак, подводя итоги, мы увидели результаты, которые дает этот спектрометр. И результаты интересные, сопоставимые с результатами других приборов для анализа масел. И прибор можно рекомендовать таким предприятиям, как горнодобывающие предприятия, как предприятия с большим парком автотехники, то есть предприятия, которые заинтересованы в системе превентивной диагностики. Почему? Потому что анализ масла позволяет увидеть тот дефект, который еще скрыт. То есть двигатель, гидравлическая система еще работают нормально, но мы видим, что уже появилось, как мы увидели в этом примере,
на ранней стадии у нас появился пробой по антифризу, и это пока еще никак не ощущается, но это приведет к катастрофическим последствиям в будущем. Хорошо, если это личный автомобиль, а если это фронтальный погрузчик в карьере, а если это большой груз, а если это что-то еще более серьезное. Именно поэтому этот прибор является незаменимым, пожалуй, главным элементом системы превентивной диагностики на практически любом крупном предприятии. Также немаловажно надо сказать, что расходные материалы, они недорогие, цена прибора дешевле всех возможных аналогов. Сервисный центр находится в Москве. Прибор для демонстрации находится в Диамас лаборатории, там, где мы сейчас находимся. Вы можете приезжать сюда со своими пробами, посмотреть, как получаются результаты, увидеть в реалиях, какие возможности этого спектрометра. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.